Я всех приветствую. В этом видео я вам покажу, как покупать ванную и как ее предварительно устанавливать. То есть на что обращать внимание. Ничего сложного в этом нет. Сразу покажу экран для ванной, чтобы больше к этому не возвращаться. Обращайте внимание, должны быть все крепления. Не потеряйте их. Как вы видите, ванну я только купил, только занесли ее вчера, даже еще не распаковывали. Когда покупаете ванную, обращайте внимание на наличие инструкции, обязательное условие. С инструкцией, в принципе, поставить ее очень несложно. Покупайте сразу сифон и ножки для ванной. То есть все должно быть упаковано. Все в наличии. Самое главное условие при покупке ванны – это ее размеры. Ванна была куплена длиной 1,80 м и шириной 80 сантиметров. Как сказал продавец в магазине, объем воды в ванной 70 сантиметров и 80 сантиметров шириной практически одинаковая. Подтвердить я это не могу, я не проверял. Ну, такой информацией с вами поделюсь. Когда вы определились с размерами ванной, не забудьте определиться с теми коммуникациями, которые будут проходить к ванне и за ванной. Как вы видите, места очень много, достаточно много, чтобы там проводить коммуникации за ней. Почему надо знать размеры ванной и расстояние от стены до самой ванны? Благодаря уступу мы можем за ванной проводить коммуникации. Как видите, тонкая труба канализационная спокойно проходит за ванной. Ванна ждет своего времени. За это время уложена плитка на стены, обязательно на пол. Перед окончательной установкой ванны необходимо окончательно определиться с разводкой канализационных труб. Это у меня будет унитаз, фитинги, соединения и на ванную. В принципе, ничего сложного нет. Высота от пола будет небольшая, ванна стоит достаточно высоко. То есть здесь проблем у меня не будет. Почему нужно определиться с разводкой канализационных труб? Потому что все трубы у меня будут находиться в коробе. Поэтому нужно определиться, сколько плитки доложить на пол, какую сделать подрезку, какой высоты короб, как будет потом стоять ванная. То есть мы ставим ванную, а потом уже дошиваем до конца короб. То есть это обязательное условие, чтобы потом ничего не переделать. То есть сейчас у меня ключевой момент – это канализация и трубы. У меня практически все готово. Остались только мелочи. Вывод воды, отвод воды, подвод воды, холодная горячая вода, разводка всей канализации. Далее у меня труба идет на стиральную машину. Около ванной у меня будет стоять стиральная машина сбоку. Больше места ей здесь нигде не нашлось. Так получилось. Сейчас я монтирую короб окончательно. Докладываю везде плитку. Кое-где докрашиваю потолок. Промахнулся тут в нескольких местах пульверизатором. И начинаю устанавливать ванну. Да. Сначала еще я сделаю разводку труб для холодной воды для стиральной машины. То есть еще сделаю отвод сюда холодной воды. И буду устанавливать ванную. Следующий этап установки ванны в ванной комнате. Ванна готова. Необходимо определиться, где будет лицевая сторона. То есть где будет задняя часть корма и где будет нос. Нос – это там, где будет выход крана. Достаем все из коробки, что идет в комплекте с ванной, и укладываем по категориям. Сразу определитесь, чем вы будете закручивать саморез в ванну, как вы будете крепить.
Я сначала думал, что здесь крест, оказался ключ. Придется где-то доставать его. То есть дюбеля, крепление, саморезы, ножки. Ножки я уже собрал. Как вы видите, они разной высоты. Поэтому что мы делаем? Мы берем и все точно рассчитываем. На какую высоту нам выставлять ножки, хотя бы предварительно. Что необходимо сделать? Обходим рулеткой по всему периметру. Замер делаем по нижней части, по нижней кромке. Если вдруг нам нужно сделать замер по верхней кромке, тогда мы устанавливаем уровень и отмеряем по нижнему краю уровня. Тогда у вас будет очень точный замер. Проходим весь периметр. У каждой ванны на нижней части есть полосы, где ставить ножки, где ставить крепление для ножек. Ножки у нас будут устанавливаться вот таким вот образом. Именно в том месте, где указано. Здесь есть две полосы. Поэтому берем малярный скотч, приклеиваем и отмечаем, где у нас будет нос, где будет корма, где будут крепиться какие ножки. И отмеряем высоту. Для чего делается точный замер? Хотя бы предварительный. Потому что под ванной у нас будет находиться экран, который будет закрывать нижнюю часть. Поэтому мы замеряем сам экран. Замеряем экран по углам. Потому что здесь самое жесткое место. Под установку ванны у меня все готово. Канализация заведена под стиральную машину и под саму ванну. И проведена разводка ППРовских труб. Здесь мне будет стоять стиральная машина. Окончательно, когда установлю ванну, окончательно сделаю выход для воды. Чтобы не запутаться, что у вас где, желательно все подписывать. Обыкновенный малярный скотч. Все очень хорошо подписывается. То есть нос, лицевая сторона, корма. Можно все расписать на стене. Что, как и где будет у вас стоять. Это самый простой вариант, чтобы не запутаться. Для того, чтобы точно установить высоту ножки, можно, конечно, использовать рулетку. Можно использовать линейку. Но самый простой вариант – это на столе произвести разметку, всю необходимую, указать размер и просто укладываем по размеру и подкручиваем ножку вверх-вниз. Потом закручиваем контргайкой. Все, мы получили ровную ножку определенной высоты. И так подгоняем все. То есть нос и корма. Направляющие установлены. Все согласно инструкции, которая шла с вами. Самое главное, когда устанавливаете крепление, оставляйте место для ножек. Они у меня будут стоять вот в этом месте. То крепление установите, а ножки поставить будет некуда. Ножки у меня подготовлены согласно расчету. Предварительная высота выставлена. Останется только немного подрегулировать, если это будет необходимо. Регулировать буду на высоту экрана, который будет стоять под ванной. Чтобы случайно не отломать ножки, потому что в ванную я перетаскивал один, я использовал обыкновенные деревянные бруски. То есть я перенес с направляющими, поставил на бруски и, подкладывая бруски, установил ножки. Передние ножки уже стоят.
Когда ножки установите, не забудьте подтянуть гайку. Она не дает ножке двигаться, вот эта верхняя. Она цепляется за направляющие. То есть подтягивайте, и все у вас хорошо. И останется только ключик у меня. И просто потом если понадобится регулировка, я ослабляю гайку и ножкой вверх-вниз регулирую высоту ванной. Все, вот вся конструкция. Это затягиваем гайкой, эту потом отпускаем и регулируем. Ничего сложного в этом нет. Две ножки уже стоят. И это радует. Ванну предварительно установил. Следующее действие. Выставляем ее по уровню. Выставляем по верхней кромке. По всему периметру. И учитываем, конечно, высоту экрана. Вот он, экран. Ждет своего времени. Выставляем. Но перед этим обязательно проверяем, не промахнулись мы ли с выходом канализации. Слива воды из ванной. Вот это надо сделать обязательно. Расчеты были сделаны достаточно точно. Выход канализации идеальный, слив из ванной очень хороший. Фартук, я сейчас его примерял, становится просто идеально. Осталось только немного подогнать по уровню. Подогнать там полмиллиметра фартук. И можно уже ванну крепить. Устанавливать окончательно. Так, что я еще сделал? Чтобы окончательно убедиться, что слив у нас хороший, я взял двойную норму воды, которая есть в унитазе, а может даже тройную норму, полное ведро, и вылил в канализацию. Постелил сухие перчатки, ни одна капля не упала. То есть с канализации ничего у нас в систему попадать не будет. Угол выдержан канализационных труб. Все очень хорошо. Все, сейчас окончательно выставляю ванную и делаю крепление по периметру. Полностью. И окончательно ее уже устанавливаю. Также проверяю выход на стиральную машину, подвод воды и слив. В принципе, все идеально. Все очень хорошо. То есть все было рассчитано правильно. Делаем окончательную разметку, как будет стоять ванна. Вот у меня есть верхний край, прямая линия. И маленькие элементы, где будет находиться нижний край ванной. Это я все потом дорисую до конца. Вот это у нас верхний край ванны, это нижний. Крепление будет крепиться за нижний край ванны. Что я сделал? Обыкновенный деревянный брусок. Этот брусок у меня будет изображать стену. Буду делать трафарет. И вот это у меня будет само крепление. То есть стена и крепление. Вот таким вот образом будет крепиться. То есть сейчас я возьму фломастер или карандаш и сделаю разметку. Потом эту разметку перенесу на стену и буду делать отверстие и ставить дюбель. Все очень просто. Разметка очень элементарная, приспособление очень простое. Главное предназначение, чтобы ванна не отходила от стены. Таким вот образом будет. Крепления на стене установлены. Осталось установить саму ванну на место. Чуть не забыл. Ванна у нас закрыта пленкой. Не забудьте отогнуть пленку перед установкой ванны, чтобы у вас ванна плотно прилегала к стене. Ну, не совсем плотно, потому что здесь будем использовать потом герметик, силикон, чтобы у вас пленка в этом деле не участвовала. То есть
Ванна должна прилегать к стене. То есть не забываем оттянуть пленку. Всю пленку с ванны снимать не надо. Вот в части касающейся можно оттянуть и закрепить скотчем. Первая попытка установки не удалась. Почему? Был небольшой люфт от стены. Поэтому я вам рекомендую делать так, как сделал я. Я изначально крепление рассчитывал по середине. То есть установка болта посередине рассчитывал установку болта. Сейчас я всю конструкцию поднял наверх, и у меня должно все идеально встать. Ванна должна становиться идеально, жестко. То есть болт рассчитывайте по середине крепления. У меня между ванной и стенкой будет пустое пространство. Что я сделал? Я сделал из профилей полочку. Вот это получается верхний край ванны приблизительно. То есть обыкновенная конструкция. И уголок сюда приделал металлический для жесткости. Сверху будет нашиваться гипсокартон и сверху плитка. В принципе, я сделал с небольшим запасом. В принципе, ничего в этом такого сложного нет. Все. Вот ванна. Сейчас буду устанавливать. Ванна установлена. Есть некоторая кривизна у стены. Ну, стена уходила. Это будет все заделываться силиконом. Здесь будет уголок специальный. Ванна стоит достаточно жестко. Предусмотрено место для укладки плитки. То есть здесь будет, как я говорил выше, гипсокартон и сверху плитка. Подвод воды и слив воды для стиральной машины предусмотрен. Так вот все это выглядит. Все коммуникации. Все достаточно жестко. Так, что делаю далее? Делаю разводку слива воды, полностью подсоединяю. Да, сейчас еще проверю, как у меня встанет экран. Экран станет хорошо. Наполняю ванну водой и проверяю окончательно. И приступаю к финальной части. Экран, силикон, уголок. Наращиваю пустое расстояние, плитку туда буду укладывать. И все, и ванна будет окончательно установлена. Первый раз набираю в ванну воды. Проверка на герметичность, слив и так далее. Сначала ванну набираю литров на 20. Проверяю на герметичность всю сливную систему. Потом наливается ванна до полной. Проверяется, просядет ванна по тяжести, не просядет. Хотя просесть не должна. Все, проверяем. И дальше уже буду до конца все доводить до ума. Сливаю воду. Вниз положил сухую тряпку. Если не будет протечек никаких, тогда наполняю уже ванну полную. Полностью наполнил ванну. Ну, почти полностью. Думаю, дальше смысла нет ее наполнять. Проверяем. Ванна даже не просела. Даже оставлял маленький зазорчик, видите, тут полмиллиметра. Если вдруг ванна просядет, даже не пошевелилась. Просто все идеально. И хватило обыкновенных ножек. Следующий этап. Устанавливаем экран под ванну. Ничего сложного в этом нет. Я ее пока только прислонил, еще не крепил. Весь крепежный материал в коробочке. Там есть инструкция, ничего сложного нет. Защипы, зажимы.
Остановлюсь только на вырезе. Как подогнать вырез? Я вам советую использовать гипсокартон. Остатки всегда какие-то после ремонта остаются. Вот видите, вот я первый раз вырезал, это второй раз подгонял. Почему именно гипсокартон? Потому что он жесткий. Если делать, предположим, на просто картоне, какой-то бумаге, она изгибается, то есть имеет какой-то эффект сжатия и растяжения. Гипсокартон жесткий, как пластик. Вот я со второго захода только точно все отмерил. Вот вырезал, практически все стоит очень хорошо. Стало просто идеально. Вместе с экраном для ванны идут защипы. Как их устанавливать? Здесь, как вы можете наблюдать, есть такие зубчики. В общем, устанавливайте их так, чтобы они были на одном уровне с краем ванны. Вот таким вот образом. И тогда у вас ванна встанет очень хорошо на свое место. По всей длине. На полу я положил обрезки плитки. Прикрепил их на силикон. Держится достаточно прочно. Нам больше не надо. Если в верхней части у нас будет крепиться все на защипах, я еще их подтяну, потом подрегулирую, то в нижней части экран будет упираться в плитку и дальше уходить не будет. В нижней части я все посажу тоже на силикон, экран. Внизу будет держаться на силиконе, назад уходить экран не будет. И наверху его будут поддерживать обыкновенные защипы. Я думаю, их будет достаточно. Все будет выглядеть приблизительно вот таким образом. Сверху у меня будут защипы. Защипы будут. Я еще подтяну защип, у меня будет немного выше. И в нижней части, видите, экран упирается в плитку. И вот здесь у меня пойдет силикон в нижней части. И будет очень жестко держать экран. Всем благодарю за внимание. Это унитаз.